У меня есть еще одна на примете, я с ней попробую встретиться, переговорить. Добрый вечер, дорогие зрители. С вами проект «Гид по смыслам». Меня зовут Андрей Воронин. Меня часто спрашивают и просят побольше освещать про любимых всеми нами масонов, рептилоидов, сатанистов. И для этого я сделал специально отдельный проект. И считаю, что вот там ему самое место, в отдельном отведенном углу, не сильно много внимания этому уделяя, а действительно важные вещи, о них я говорю вот в этих основных выпусках «Гида по смыслам». И такая вещь как раз сегодня. У меня в руках несколько листов печатного текста, просто потому что объект, который мы сегодня обзираем, достаточно объемный, и его очень сложно уложить в несколько минут высказывания устного. Именно поэтому сегодня у меня в руках текст, который мне попался после знакомства с нашим объектом. А объект этот всеми горячо любимая и обласканная вниманием прессы, критиков и общественности госпожа, писательница Айн Рэнд и ее произведение «Атлант оправляется вам на плечи». Итак, в книге есть, безусловно, правильные и универсальные вещи. Практика нестяжательства, отказа от чувства собственной важности и важности внешней. И все это действительно круто, и, пожалуй, это единственное, универсальное и верное, что есть во всей книге. Главный бич этой писательницы – безграмотность. Она полностью безграмотна в экономике, в психологии, в знании и чувстве социальных законов. Единственное, что Рэнд описывает достоверно, это психиатрические симптомы, которые она выдает за характеры ее персонажей. Будучи талантливым конструктором текстов, она нащупала ген болезненной обиды подростка, а значит и затаившегося во взрослом ребенка. Ген обиды на весь мир. И став признанным творцом, она вместе с тем стала иконой для всех униженных и оскорбленных и предлагает им отказываться от всего мира, послать к чертям сначала родителей, потом государство и все дурацкие законы и ограничения. Все персонажи — это индивидуалисты, картонные и очень плоские. Они все как один доброжелательные гении, лишены алчности, пороков и страстей. В то же время все остальные — это хищники, которые только и делают, что наживаются на трудах этих гениев и воруют их достижения. Странной и болезненной чертой героев Рэнд является также и то, что их сексуальная природа напрямую зависит от их гениальной эгоистичной эффективности. Женщины желают не мужчин, а быть, я цитирую, принадлежностью мужчины. И тем больше, чем этот мужчина выше по гениальной лестнице. При появлении в поле зрения более эффективного самца, самка тут же начинает любить его со всей силы. Ну а все окружающие самцы соглашаются, в том числе и те, кого самка только что отвергла. Они автоматически понимают ее, ведь это так естественно. Причем отверженная понимает ее так сильно, что в какой-то момент даже кажется, что альфа-гений начнет принимать ухаживание от других самцов. Настолько велика сила его привлекательности в этом мире атлантосексуалов. Да, Рэнд предсказала бандитский капитализм, но вывела его почему-то из социализма. Вроде как жадные социалисты, отбирающие у гениев их собственность и заставляющие трудиться на благо простых смертных, тут же отжимают уже друг от друга заводы, газеты, пароходы. И вся политика партии власти состоит именно из такого сумбура, из каких-то спонтанных действий в экономике, которые покажутся дикими даже людям, не имеющим никакого экономического образования. В то время как весь мир живет по реальным экономическим законам. И такой абсурдной политики не вело, пожалуй, ни одно правительство мира никогда в истории. Директива, которую Рэнд пытается описать как пародию на плановую экономику, просто смехотворна. Целью планирования, согласно фантазиям писательницы, является не удовлетворение потребностей государства, общества или граждан, а вредительство самым успешным магнатам, банкирам и предпринимателям. Никакой другой цели в планах правительства мы не видим.
И уровень автора, а соответственно и читателей, которые все это хавают, это дно. Экономические, социальные, психологические реалии у Рэнд по сравнению с Марксом, Фромом или Иваном Ефремовым, это все равно, что детективы Донцовой перед лицом Агаты Кристи или Конан Дойла. Весь текст декларируется знание, логика, объективность, и при этом полностью игнорируются научные постулаты достаточного исследования и анализа фактов. Однако Рэнд презирает и игнорирует даже не философские контраргументы, что было бы понятно. Ну, не нравится идея служения другим, так не она первая. Но Рэнд перевирает сами реалии экономики, общества, истории. Сложнейший в мире кризис, Великая депрессия, зародился и набрал обороты вовсе не по вине социалистов и их лобби. Любой студент знает, что меры принудительного вмешательства государства в экономике стали результатом кризиса, а не его причинами. Государство было вынуждено контролировать чрезмерно свободный рынок, на котором к тому времени пировали те самые гении, финансовые спекулянты, контрабандисты, промышленники, производившие слишком много в погоне за наживой. И в то же время реальный социализм со всеми теми лозунгами, которые презираются в книге в виде 3 сталинских пятилеток, дал небывалые результаты, такие как ускорение индустриализации, строительство инфраструктурных объектов на огромной территории. Благодаря реальной плановой экономике и самоотверженному труду простых людей были построены электростанции, добывающие и перерабатывающие предприятия, города, заводы, колхозы, транспортные и электросети, освоены природные просторы. Можно не любить идеологию служения другим, но манипулировать фактами, провозглашая идеологию объективизма, это попросту мошенничество. А ведь именно воздвижение на пьедестал прибыли и индивидуализма на практике привело к кризису в 30-е годы в США. А социалистические идеи создали практически с нуля мощнейшую экономическую и промышленную державу. О чем писали американские издания, называя Сталина, например, человеком года, а экономику СССР советским чудом. В то же время рейдерский капитализм и беспредел финансового капитала как раз и появились в США, о плоти гениев и атлантов. Атлантида, которая фигурирует в тексте «Тайная долина», это, безусловно, прообраз США, как оазиса для мозгов и лучших представителей человечества. В Атланте попытки введения социалистических механизмов в управление и экономику делают поистине мерзкие персонажи и делают это карикатурно нелепо. Обладающий малейшим интеллектом человек не может допустить такую ошибку. Это можно делать только сознательно, желая дискредитировать идею социалистического равенства и плановых механизмов. Создать на старте отрицательный образ и своего рода иммунитет к теме у читателя, чтобы потом при каждом возникновении этого вопроса у него было готово предубеждение: а, социалисты — это мелкие, пакостные, бестолковые людишки, которые мешают всем жить. Ввести принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям в рамках одного завода, как сделала это Рэнд в книжке, просто невозможно. Этот принцип реализовывался в рамках всего общества, которое и строилось-то для того, чтобы никто ни в чем не нуждался и живя в изобилии. Такое искажение — это просто идеологическая диверсия. Рэнд утверждает, что все социалистические экономики существовали в мире только благодаря дотациям из США, и что любая такая модель, как презирающая индивидуальность, обречена на крах. Что никто, кроме горстки сверходаренных гениев, не может управлять хозяйством и целой страной. Более всего смешно то, что идеальное общество Рэнд и идеальные механизмы ее гениев так или иначе опираются на социалистические механизмы и элементы плановой экономики. К моменту написания романа это было уже понятно и многократно подтверждено. Ведущие рыночные экономики мира внедряли социалистические механизмы и элементы плана в свои недра. Наш экономист Леонтьев был принят на Западе и помогал строить многие процессы в Японии. А выбраться из кризиса США помогло как раз введение Рузвельтом директивного управления экономикой с ограничением свободы предпринимательства. По сути, Атлант — это история Великой депрессии США, вывернутая наизнанку. Во всем виноваты социалисты, которые веками наживались на предпринимателях и загнобили мир до такой степени, что разразился кризис. Для американских элит это очень удобная историческая модель, которая формирует образ врага за океаном и позволяет избежать многих неудобных вопросов к монетарным и финансовым властям в самих США. Предложено утопическое общество гениев орденского типа, где они живут только для себя и друг с другом, не контактируя с внешним миром. Но не бывает в жизни полностью плоских типажей. Среди общества социалистов
даже если они полностью уничтожены, просто по статистике будет какой-то очаг конструктивного контрдвижения. Точно так же и в обществе гениев. По всем законам биологии и кибернетики быстро разовьется неконструктивная конкуренция. Банально, один из гениев может оказаться больным или не таким честным, захотев возвыситься за счет унижения, убийства, ну и тому подобное. То, чем так любил баловаться Жюль Верн. Представьте, если бы его капитан Немо решил обидеться на весь мир и разрушить его. Тоже и в романе Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Путь злого гения полностью повторяют герои Рэнд. С той лишь разницей, что разрушение хозяйства у Рэнд происходит не путем физического подрыва, а леммингами-социалистами, притом быстрее. Даже тут нет оригинальности. Атлант у Рэнд — это попытка архетипизации самосознания у индивидуалистов. Противопоставление титана Атланта титану Прометею. Прометей, как мы все знаем, отличался от сатаны именно тем, что принес людям огонь знания, став их жертвой, веря в них и ничего не требуя. А сатана принес людям огонь знания с целью разрушить мир их руками и восстать против Бога. Это часть мистического гностицизма. Поэтому Рэнд была принята истеблишментом США. Они нуждались в ней для очернения своих конкурентов, СССР и идей коммунизма. И если заглянуть далее, то Атлант, брат Прометея, который восстал против Бога, то есть Зевса, за что и был низвергнут и обязан держать небесный свод на Дальнем Западе. Если Прометей — это полный прообраз Иисуса и всех пророков мировых религий, несущих свет и жертвенность, то Атлант, хитрый, восставший и низвергнутый, желающий вновь сбросить небосвод и всех его обитателей, это явный аналог сатаны. Это глянцевый фасад гностического мистицизма для масс. Образ Атланта, безусловно, был поглощен потом масонскими богами в разнообразных вариациях светоносного Люцифера, несущего знания против мракобесия изначального мира и традиционного общества. В речи главного героя, которая писалась аж 2 года, как раз и отрицается жертвенность, основа социализма, жизни ради общества и других поколений, и мировых религий, жизни ради божественного закона. Забавно, что главным врагом человечества объявлен упрощенный и ушедший в народ аналог Прометея — Робин Гуд. До какой же аудитории все-таки делаются такие упрощения? Возникает еще один вопрос. В книге герой запросто отказывается от семей, а про детей нет вообще ни единого слова. Семья как институт становится в ничтожное положение, а тема продолжения рода вовсе не поднимается. Получается, что герои Рэнд все насквозь child-free, ибо являть на свет детей без личных жертв невозможно даже в природе. Собственная жизнь, как абсолют, разбивается об элементарный инстинкт защиты собственного потомства. Что в природе, что в обществе родители жертвуют собой ради детей. В природе это может выразиться в потере здоровья или жизни родителям. В обществе в потере социального статуса, достатка, ну и тому подобное. Одно это уже дает огромный спектр последствий для психологии в обществе в виде множества вариантов жертвования собой ради других. В данном случае биологическое потомство только отправная, хоть и самая главная точка. Просто ради тех, кого, как и детей, индивидуум начинает подсознательно считать частью себя, своей личности, он также жертвует. И инстинкт самосохранения с включенным в него внешним элементом тут явно прослеживается. Уже после написания черновой версии этого сценария автор, то есть я, все-таки выяснил, что Рэнд действительно была тем, что называется сегодня child-free. То есть относилась к детям как к ненужному балласту и не считала, что стоит обременять себя такой ерундой. Очень бы хотелось спросить автора, откуда возьмутся потребители товаров, которые производят гении, если не будет семей и продолжения рода. Видимо, из инкубаторов или пробирок, или из стран третьего мира, которые по недоразумению сохранили еще такой пережиток, как семья. Природа, в отличие от Айн Рэнд, как бы понимает, что индивидуум-то не кончается физической оболочкой. И либо существование в природе не абсолютно, либо философия объективистов не так устойчива. А самоценность разума без общества, то есть без норм и табу, вообще смешна. Ведь неоднократно уже доказано, что человек не может сформировать даже речь в полном одиночестве, не говоря уж о творческом мышлении и проявлении какой-то гениальной составляющей. Они отказывают обществу в ответных жертвах, ибо нельзя пощупать того, кто сделал вклад в них самих жертвами предыдущих поколений. Без единой жертвы предков общества не было бы вообще. В будущем, может быть, и можно было бы создать механистическое человечество без жертв с деторождением машинным способом. Но от прошлого никуда не деться. И даже в недавней истории США отцы-основатели, да и многие другие деятели
именно жертвовали собой еще до того, как создавали блага для других. Рэнд же утверждает, что такого не было, и страна создана исключительно гениями-индивидуалистами, которых потом просто не поняли. И это опять же фальсификация. Хотя она и не говорит, что книга исторически достоверна, этого и не требуется, ведь это явная работа в поле мифотворчества. Рэнд утверждает, что философия жертвенности и христианской, и социалистической никогда не была реализована, и что всю историю она плодилась пасторами только для того, чтобы принять плоды этих трудов и отрешить их от овец в пользу самих пастырей, по-простому для грабежа верующих и трудящихся. И это очередная отповедь либерализма, который диктует примат, то есть полное превосходство личного над общим, а значит требует и конструирует постепенный отказ от любой коллективной идентичности. Сначала от религиозной, потом от национальной, далее от социальной через государство и семью, от половой, а сегодня от человеческой вообще. Но любой, даже очень либерально мыслящий человек, будучи грамотным, не может не признавать, что истинная жертвенность, даже абсолютно нелогичная и глупая, по их мнению, все же была и встречалась на протяжении всей истории. Только апологетам объективизма и либерализма она либо непонятна от того, что никак не вписывается в их парадигму, а значит пусть не существует вовсе, либо страшна до того, что они готовы самым наглым образом мухлевать с фактами и выдавать желаемое им за действительное. А само понятие преданности делу индивидуализма – это полный оксюморон. Преданность чему-то, кроме себя, по логике главного героя книги Джона Голта, невозможна и противна природе. И сам Голт неоднократно заявляет, что он показал гениям путь, которому они теперь следуют. Но если гений следует чужому пути и должен быть предан делу, используя в любой вид внутреннего понуждения, даже во благо мести нелогичному и ущербному обществу, не будет ли это, в свою очередь, тем самым элементом неразумного и нарушением принципа абсолюта собственной жизни? Иначе просто невозможно существование макроэкономических систем и общества вообще. Любое взаимодействие двух субъектов с точки зрения кибернетики или здравого смысла есть момент взаимного управления бесконечным потоком сигналов обратной связи, а общение любого сообщества с индивидом ведет к их взаимному формированию, то есть обусловливанию, некоему проникновению друг в друга, а значит автоматическому принятию части чужих управляющих сигналов. Избежать этого можно только изолировав полностью такое взаимодействие. Изоляция человека от общества разрушает в итоге их обоих, и это лишнее подтверждение психологии обиженного подростка. Мол, общество потребовало от меня больше, чем я могу дать, а значит пусть горит в аду целиком. И это вместо того, чтобы поставить вполне научный вопрос о поиске баланса и компромисса между личным и общественным. Еще одно противоречие такой логики подросткового максимализма – это извращение символов. Если с символом Робин Гуда можно согласиться, став на сторону гениев, то вот с аллюзией на миф о царе Мидасе согласиться крайне сложно. Один из персонажей, банкир, настолько крут, что умеет создавать богатство и аккумулировать деньги. Он даже меняет свое имя в паспорте на Мидас. Напомню, что мифический Мидас за безмерную алчность получил от богов проклятие, и все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Рэнд же отрицает, что человеку нужно что-то еще, и, презрев весь предыдущий опыт человечества, признает такой дар не проклятием, а величайшим благом, делая знак доллара высшим символом в своем мироздании. А есть А. Это главный тезис в логике Рэнд и ее героев. Становится двойным отрицанием. Проклятие есть благословение. Во времена кризисов книга становится очень популярна. В малочитающем и низкообразованном обществе она заменяет собой учебники истории, экономики, философии, в то время как в реальности не содержит практически ни одной новой идеи, как детективы той же Донцовой, спекулируя низкокачественным синтезом, прельщающей творцов псевдофилософской эмоциональной каши с примесью одобрительной психиатрии. Говорить после Ницше о праве сверхчеловека – это вторично, а после Гитлера – вульгарно и безнравственно. Да и вообще вся книга как один гипертрофированный крик души ущемленного и непонятого подростка, который считает себя умнее других. Мир Атланта упрощен и урезан таким образом, что не может ничего противопоставить этому бунту, этой забастовке ущемленного гения, в то время как реальный мир на такие выходки, что гениев, что подростков, отвечает: ясно, пойду пожру. Похоже, что причинами такой нелюбви к обществу и его социалистическим механизмом является опыт семьи самой писательницы в СССР. А прообразом процесса забастовки вполне могла бы стать известная забастовка профессоров МГУ, ставшая одним из поводов для появления философских пароходов.
Но, как мы видим, даже отключение от общества самых гениальных гениев не стало причиной краха этого общества. Гении появились новые, да такие, что заткнули за пояс многих предыдущих. А часть эмигрировавшей элиты, увидев, что и как сделали большевики для народа, вернулись в страну и присягнули новой власти. Или как минимум стали сотрудничать, признавая однозначную пользу и преимущество власти советской над властью империалистов. Идеями Рэнд вдохновляются талантливые энергичные дельцы, которым мешают мораль и законы, такие как Евгений Чичваркин, пропагандисты, у которых ум за разум заехал, например, Латынина, и довольно серьезно включенные персонажи, вроде Павла Дурова. Они начинают думать, что ничем не обязаны обществу и могут пренебрегать им и его институтами. Влияние этих людей на умы очевидно, и недооценивать идеи Рэнд в сегодняшнем мире нельзя. Популярное ныне течение гений без диплома и отрицание важности высшего образования как института это лишний раз подтверждает. По многочисленным опросам и исследованиям в США «Атлант» оказал на читателей воздействие, сравнимое только с Библией, то есть это самая влиятельная мировоззренческая книга в Штатах. Паскудство ситуации в том, что сотни миллионов читателей неверно формируют мнение о социализме и его едином полноценном историческом носителе России. Социалисты представляются примитивными, отвратительными, безграмотными лодырями, которые только провозглашают лозунги справедливости. Естественно, образ врага рисуется сам по себе, и Россия, и коммунисты, и социалисты автоматически становятся врагами всего светлого, творческого, атлантического начала. И как-то очень ловко все пороки капиталистического общества в книге Рэнд и отбросов этого общества, низов, в сознании читателя делаются признаками почему-то социалистов. Не говоря о том, что сама книга и все ее персонажи, их мотивации настолько неестественны, а общество, в котором происходит дело, настолько гротескно, что впору признать это даже не антиутопией, а фантазмагорией. Это полностью нарушает принцип научности, объективности восприятия реальности и логики, которую провозгласила сама Рэнд. В ее лице мы видим типичного манипулятора безграмотными массами. А идет она нахуй, ибо наш титан, конечно же, Прометей. Как вы понимаете, эту книгу я обязательно, настоятельно рекомендую к ознакомлению всем людям, которые интересуются не только конспирологией, но и вообще историей, процессами, происходящими в 20 веке. Именно эта книга, а не какие-то там черная Библия Антона Лавея, оказывает влияние на большие массы людей. Реальные опросы порядка 30 тысяч человек, проводимые в США, показали, что именно «Атлант, расправивший плечи» является наиболее важной для них книгой в мировоззренческом плане после Библии. Вот такое вот интересное соседство. Ну что ж, на этом все. Добавить к этому тексту, пожалуй, больше нечего. Сколько мне заплатили в Кремле за очернение имени светлой писательницы Айн Рэнд, вы можете узнать в моем паблике, подписавшись на канал, поставив лайк под видео. Всех жду для общения. С вами был Андрей Воронин. Это проект «Гид по смыслам». И до встречи в следующих выпусках.